Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и сегодня я вам предлагаю познакомиться с фразеологизмами с упоминанием животных. Долой длинные вступления, сразу к делу. Первое. Как кошка с собакой. Постоянно ссориться, быть в разладе. Пошло это выражение от разности характера в этих двух животных. Кошки, они же такие более замкнутые и самодостаточные, а собаки открытые, дружелюбные. Хотя, может быть, кошки просто пытаются такими казаться. Пример. Вы как кошка с собакой, совершенно друг с другом не ладите. Второе. Вернемся к нашим баранам. Означает вернуться к сути разговора. На этот счет у меня есть забавная история. Я иногда смотрю лекции, вебинары одного профессора, и он очень любит использовать эту фразу. И вот во время одного вебинара он отвлекся от хода разговора и, чтобы к нему вернуться, употребил эту фразу «вернемся к нашим баранам». И в этот момент кто-то в комментариях ему написал: «Евгений Борисович, а вы чего нас баранами называете?» Это было очень забавно. Конечно же, он объяснил, что он не считает своих слушателей баранами, поэтому, чтобы вас не обижала эта фраза, знайте, что значение у нее не оскорбительное. Третье. Убить двух зайцев одним выстрелом. Значит, сделать два дела одновременно. Пример. Во время уборки я слушала подкаст на французском языке. Итог. И дома чисто, и языком позанималась. Убила двух зайцев одним выстрелом. В разных странах есть аналог этой поговорки. Я нашла любопытную карту, здесь указан дословный перевод на английском. Если ваша страна есть на этой карте, напишите, пожалуйста, в комментариях, соответствует ли действительности указанное описание этого выражения на вашем языке. 4. Считать ворон. Проявлять невнимательность, отвлекаться. Это выражение я иногда слышу от своей бабушки, которая говорит мне: «Ты чего ворон считаешь? Уже зеленый светофор горит». Одной из версий происхождения этого фразеологизма считается естественное желание человека наблюдать за животными, в данном случае за птичками. 5. Как корова на льду. Означает неуклюжесть, неумелость действий. Смысл этого выражения можно понять, представив, как коровка пытается передвигаться по льду. Получается, у нее это не очень хорошо. Пример. Танцую, как корова на льду. Это когда-нибудь должны были увидеть. И последнее выражение на сегодня – коту под хвост, то есть все насмарку. Одной из самых логичных, как по мне, версий происхождения этой фразы – это то, что раньше люди перед постом, если у них оставались какие-то остатки еды, они их отдавали коту, то есть переводили зря. А у кота это потом все выходило из-под хвоста. Пример, основанный на реальных событиях. Я 5 часов делала ссылки на дипломную работу. И вот, когда наступил торжественный момент сохранения, у меня выключился компьютер, и все удалилось. Весь труд коту под хвост. 5 часов жизни на смарку. Правда, здесь я использовала выражение 5 часов жизни на смарку, но значение у него идентичное. А кому стало меня жаль, вы не переживайте, я в итоге там все восстановила. Зря расстроилась. И на этом у меня сегодня все. Если среди этих выражений, которые вам были знакомы, и, может быть, есть какие-то интересные аналоги в вашем языке, как по типу «убить двух зайцев одним выстрелом», ставьте лайк на это видео и подписывайтесь на канал, потому что мне очень приятно видеть, как он растет. Спасибо, что смотрели, и увидимся. Пока-пока!